Друзья, всем привет! Я приветствую гостей и подписчиков моего канала. Если вам, как и мне, очень хочется шашлыка, но нет возможности пожарить его на мангале, тогда этот ужин для вас. Сегодня я готовлю шашлык в духовке с хрустящей картошечкой и соусом сацебели. Мясо лучше, конечно, брать шею, но у меня сегодня корейка, и с нее получится тоже очень вкусный шашлык. Я просто не очень люблю жирное, поэтому я делаю с корейки. Вы можете брать любое. Мясо нарезаем на кусочки средние, примерно 4 на 4 сантиметра, может чуть-чуть больше. Кусочки не должны быть слишком мелкие, чтобы они остались сочные, но также они должны быть сильно крупные, чтобы они успели у нас прожариться. Так как готовятся они у меня будут вместе с картошкой, значит время приготовления у них должно примерно совпасть. Если вы будете делать без картошки, то кусочки можно делать и побольше. Мясо нарезали, теперь нам нужно заняться маринадом. Для маринада нам понадобится примерно 100 мл соевого соуса. Сюда же добавляем столовую ложку аджики. У меня сухая аджика, вы можете брать любую аджику. И плюс я добавляю еще чайную ложку кавказской аджики. Сюда же добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Все хорошенечко размешиваем. Столовую ложку уксуса. Уксус тоже можно брать любой. Можно яблочный, можно винный, можно столовый. Уксус я добавляю в шашлык всегда. Хоть и говорят, что мясо из-за него получается суховато, но мне так не кажется. Я всегда готовлю шашлык с уксусом. Если вы не приемлете это, то можете не добавлять уксус. Но мой рецепт такой. Плюс сюда же добавляем 2 зубочка чеснока. Мясо я не солю, так как соевый соус у нас соленый, плюс аджика, там соли будет достаточно. Хорошенько вымешиваем наше мясо, прям втираем в него маринад и отправляем мариноваться примерно на 6 часов. Друзья, если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх под видео, а также рекомендуйте это видео своим друзьям. Мне всегда очень неудобно это вам говорить, но такие требования YouTube. Чем больше ваших просмотров, тем больше пальчиков вверх, тем больше людей увидят это видео. Хорошенько вымешали наше мясо, накрываем его крышкой или пленкой и отправляем мариноваться. В это же время мы займемся соусом, потому что соусу тоже нужно будет настояться такое же примерно время. Нам понадобятся помидоры в собственном соку, у меня кусочками. Может, у вас есть свои заготовки. Я пропускаю помидоры через блендер, чтобы у нас получилась однородная масса. С томатной пастой я не делаю, мне не нравится томатная паста, но в принципе можно заменить помидоры томатной пастой, разведенной с водой кипяченой. В соус мы добавляем обязательно где-то около 5 веточек кинзы и укропа. Нарезаем очень мелко и добавляем наш соус. Сюда же у нас идет 1 зубок чеснока на чесночницу, 1 столовая ложка у меня яблочный уксус. Вы можете добавить винный уксус или пол столовой ложечки обычного уксуса 9%. 2 столовые ложки подсолнечного масла. 1 чайная ложка с горкой сахара и 1 чайная ложка неполная соли. Плюс также сюда я добавляю еще чайную ложку кавказской аджики. Вы можете любой аджики добавить. Если вам нравится поострее, можете побольше аджики добавить. Сюда же у нас идет чайная ложка хмели сунели, пол чайной ложки кориандра молотого
и пол чайной ложки уцхасунели. Все хорошо перемешиваем, и наш соус готов. Отправляем его настаиваться примерно тоже около 6 часов. По прошествию 6 часов мы подготавливаем нашу картошку, которая у нас будет обжариваться вместе с мясом. Я ее порезала на 4 части и отправляю вариться с момента закипания. Буквально 2-3 минуты она варится. Вот закипела 2-3 минуты, выключили, слили воду всю, и картошечка у нас готова. Добавляем чайную ложку соли, чайную ложку паприки копченой, пол чайной ложки карри и пол чайной ложки сушеного чеснока, а также 2 столовые ложки подсолнечного масла. Все хорошо перемешиваем, и картошка у нас готова для того, чтобы отправиться на противень. Мясо мы тоже хорошо еще раз перемешали. Духовку мы разогреваем до 200 градусов. Готовиться у нас будет мясо наше с картошкой примерно 40-45 минут. Выкладываем мясо так, чтобы оно не касалось друг друга, чтобы оно хорошо обжарилось со всех сторон. Точно так же выкладываем и картошку. Желательно через 40 минут вы загляните, посмотрите, духовки у всех разные, чтобы оно у вас не поджарилось, оно осталось мягенькое. У меня готовилось мясо ровно 45 минут. Примерно за 5 минут до того, как достать наше мясо, нам нужно подготовить лук. Лук я нарезаю тонкими полукольцами. Отправляю в тарелочку, сюда же добавляю пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара и столовую ложку уксуса, и также пол чайной ложечки перца черного. Все хорошо перемешали, и пусть наш лук маринуется. Прошло ровно 45 минут, мяско у нас прожарилось золотистой корочкой, картошечка тоже. Готовим подачу к столу. На дно лаваша я выкладываю слой лука, сверху шашлычок. Я пока прикрываю лавашом, чтобы оно сохранило свое тепло, и готовлю подачу к столу. Друзья, если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте это видео своим друзьям. Всем мира, добра, здоровья, приятного аппетита и до скорых встреч!